Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью, пишет Bloomberg. Цены на нефть, газ и удобрения растут. На долю Амурского пролива приходится порядка 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Но объем мировых коммерческих запасов превышал 8 миллиардов баррелей. При текущем дефиците рынка этих объемов теоретически должно было хватить на годы. Борис Леонидович, в чем проблема? Почему не переждать? И откуда тогда такие цены, если запасов-то хватает? Ну, давайте разбираться. Вопрос, на самом деле, достаточно такой философский практически. Есть одна формула, рынок все решит, и когда-то была совсем другая формула. Все решит Госплан. Госплана у нас нет на планете. Теперь давайте к тому, что мы увидели в Блумберге. Они оценивают объем нефти, которая проходила через Армузский пролив, в 20 миллионов баррелей, и называют это 20% от мирового рынка. Это неправда. Это неправда, потому что из 105 миллионов добываемой в сутки нефти на планете Земля на рынок попадает порядка 70. Остальные 35 остаются в тех странах, которые нефть добывают. Значит, отсутствие 20 миллионов баррелей в сутки – это треть рынка. Ну, так, если грубо. В любом случае, не 20, прямо скажем. Это один момент. Второй момент. Откуда взялись запасы? Это горький опыт первого мирового нефтяного кризиса середины 70-х, 73-го года, когда выяснилось, что снижение на 5 объемов, на 5% объемов, поставляемых на рынок нефти, приводит к коллапсу. Это когда в Голландии садятся на велосипеды, в Германии по четным дням ездят машины с четными номерами, по нечетным с нечетными и так далее. Вот тогда было принято решение о том, что необходимы вот такие запасы. Именно тогда возникло Международное энергетическое агентство в составе теперь уже 29 государств. Изначально было меньше, но после развала Советского Союза и системы Совета экономической взаимопомощи, вновь освободившиеся от здравого смысла страны тоже в него вступили, отказавшись от каких-то плановых вещей. Есть рекомендация МЭА всем странам, входящих в это объединение, иметь государственные стратегические запасы нефти для всех зависимых от импорта нефти стран в таком объеме, который позволяет без поступления нефти извне продержаться 2 месяца. Вот страны и стараются выполнить. У кого-то получается, у кого-то не получается, у кого-то получается с запасом. При этом решение о том, как будут высвобождаться в случае такого ЧП, которое мы наблюдаем сейчас, вы просто сравните. В 1974 году с рынка ушло 5% нефти, сейчас ушло 20% нефти. Ну, согласитесь, что это ближе к катастрофе на самом-то деле. Если бы не были созданы вот те самые запасы во многих странах, и не были созданы коммерческие запасы, которые крупные нефтяные компании, нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие организовывали, было бы намного хуже, было бы намного неприятнее. Сейчас этот буфер есть. Вопрос, как его использовать так, чтобы никому не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Получается, ну, прямо скажем, вяло, потому что каждое национальное правительство принимает решение самостоятельно. Да, есть рекомендации МЭА, мы сейчас видим, как Соединенные Штаты их достаточно аккуратно выполняют. Другое дело, что по окончанию выполнения вот этого плана, предусмотрено, что до конца августа страны, входящие в состав МЭА, будут освобождать государственные резервы. В Штатах в стратегическом резерве не будет хватать 200 миллионов баррелей. На этом фоне то, что высвобождал мистер Байден, покажется цветочками. У всех расчет на то, что ситуация вокруг Армузского пролива разрешится в ближайшее время. И мы это наблюдаем, если смотреть за котировками на сырьевых биржах. Там, напомню, вот если мы прямо сейчас, вот во время эфира, выйдем на показатели этих торгов, там наверху справа будет написано июльские фьючерсы. Июль. Мы сейчас в мае. Вот там за этими баррелями, за этими долларами мы и следим. Июльскими. Это рынок ожидания, рынок тревог. Мистер Трамп заявил, цены пошли вниз. Мистер Трамп не заявил, цены пошли вверх.
Мистер Трамп вообще 2 дня к компьютеру не подходил. Цены вообще не знают, что делать. В узел завязались. Разрыв между ценами реальной нефти, физической нефти, спотовой нефти, если угодно, моя нефть против ваших денег. И вот эти котировки потеряли взаимосвязь на уровне 100-110 долларов цены фьючерсов, на уровне 130-140 долларов баррель на спотовом рынке. В процентах весьма и весьма заметная разница. Рынок пока не понимает, как себя чувствовать в условиях дефицита физической нефти. Почему нельзя скоррелировать, в каком темпе будут расходовать коммерческие запасы, понятно. У компании, владеющих этими запасами, свои экономические интересы, свои какие-то производственные, коммерческие планы. Почему нельзя согласовать, гармонизировать выброс нефти из стратегических резервов? Да ровно то же самое. Каждая страна принимает какое-то решение, исходя из своих возможностей, исходя из своих планов. В Европе стараются субсидировать часть населения, часть бизнеса, снизить налоги. Это та же субсидия, только в более опосредованном виде. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «Создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы. Кейс-Гуру Клип с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. В странах, не обладающих такими производственными возможностями, не имеющими такого количества нефтеперерабатывающих заводов, в Юго-Восточной Азии, в Африке, просто не знают, что делать. Призывы господина Моди к жителям Индии перестать ездить в свадебные путешествия за границу, чаще пользоваться метро, если ездить в личных автомобилях, то прихватывать соседей и так далее, и так далее. Но это уж такие характерные признаки. Дальше, я так понимаю, мы услышим в очередной раз пожелание коллективной Урсулы фон дер Каллас реже ходить в душ, раз в неделю включать пылесос, чаще нельзя. И вот тут вспоминаются времена плановой экономики. Но для этого надо обладать не только какой-то политической волей, но и заставить проснуться здравый смысл. Рекомендация МЭ, они рыночная. Держать нефть на то, чтобы хватило на 2 месяца, нигде ничего не покупая дополнительно. Это не рыночно. Но оно вот это заявление сделало. Дальнейшей гармонизации каких-то национальных законодательств не произошло. Есть пожелания МЭ, а есть добрая воля эти пожелания выполнить или не выполнить. Что обстоятельства сложились вот так, как есть. В Японии стали извлекать одновременно и запасы из стратегических государственных резервов, и коммерческие. А впереди сезон коллективных отпусков в северном полушарии, когда вполне традиционно расходы покупки нефтепродуктов растут. Справятся, не справятся. Мы видим то, что происходит в Европе. На день сегодняшний 20 тысяч авиарейсов отменено, потому что нефтеперерабатывающие заводы не производят авиационное топливо в необходимом объеме. Есть определенные излишки Соединенных Штатов, стараются вывозить оттуда.
И мне кажется, что при этом уже не обращают внимания на то, сколько стоит, как выглядят котировки на фьючерсных торгах. Нужен керосин, потому что людям нужно летать, дайте. По какой цене? Ну, вот по такой. Не нравится, походи по рынку, поищи. И то, что рынок должен решать, он вполне исправно решает, когда у нас, ну, так скажем, линейный участок, когда нет каких катастроф, когда нет войн, когда не возникают вот такие кризисные явления. А сейчас мы наблюдаем, что капиталистическая система к этому не готова. И вот та самая командно-административная справляется куда как более уверенно. Посмотрите на Китай. Там как-то нет проблем ни с авиаперелетами, ни со стоимостью топлива. В последнее время она вроде бы стала повышаться, но Китай страна очень маленькая, поэтому раз в 10 дней объявить, какой будет предельная цена на автозаправках, выше нельзя. Выше у вас эту заправку просто конфискуют. В Китае могут. В такой огромной стране с таким огромным рынком, как Россия, это не получается. Ну и здесь, если внимательно посмотреть за действиями нашего правительства, видно, что хотим мы того или не хотим мы того. Верим ли мы в то, что рынок все решит? Мы возвращаемся к методам, которые были характерны для времен Советского Союза. Министерство энергетики намерено подписать с крупнейшими нашими нефтеперерабатывающими компаниями соглашение о том, что первичное поступление на внутренний рынок, все остальное потом. Ну, может быть, все-таки в стране, которая сейчас, ну, если вещи своими именами называть, ведет как минимум экономическую войну со всем коллективным Западом, нет необходимости так жестко цепляться за постулаты либеральной экономики. Может быть, нужно просто за здравый смысл цепляться. Нам подаются вот эти предстоящие переговоры, 13 компаний должны подписать это соглашение. Они добровольно это будут делать? Это точно рыночно? Ну ведь нет. Ну ведь нет, потому что правительство понимает, что наш внутренний рынок, наше внутреннее благополучие, наши возможности хоть как-то развиваться, если отдать все на откуп рынку, ну, нефтяные компании вывезут все. И нефть, и нефтепродукты, пока вот такие цены держатся. И оказывается, остановить вот такое влияние рынка можно только командно-административными методами. Но ведь это уже отработано. Посмотрите, что у нас происходит на рынке сельскохозяйственных удобрений. Правительство определяет, какой объем необходим для нашего внутреннего рынка, распределяет квоты на всех производителей, а дальше следует фраза: все остальное можете вывести, закопать, сжечь, делать что угодно, только налоги не забудьте заплатить. И производители удобрений к этому уже привыкли. Они в сентябре получают нормативку на следующий год и придумывают, в каком порядке предоставлять нашим внутренним потребителям свою продукцию. А все остальное, да, повезут на экспорт. Что получится, будем наблюдать. Какие решения будут принимать остальные государства, как они намерены проходить через этот период. Будем смотреть. Смотреть предстоит в любом случае дольше, чем продолжится ситуация с блокированием Ормузского пролива. Потому что за то время, которое прошло, страны Персидского залива вынуждены были сократить объемы добычи. Нефть негде складировать. Танкеры, которые находятся внутри акватории Персидского залива, превратились в плавучее хранилище. Дальше некуда. Дальше только на землю выливать. А чтобы восстановить объемы производства, ну, так скажем, на сухопутных месторождениях это займет месяца 3, на морских до полугода. Так что даже если после дождичков в четверг Ормуз откроют, это не значит, что в пятницу цены вернутся на место. Шок будет продолжаться значительно дольше. Ну и заодно мы посмотрим, насколько каждое национальное правительство справляется с теми проблемами, которые у них есть, и с теми возможностями, которые они создали под влиянием нефтяного кризиса 70-х годов. Тогда запасов не было, сейчас они есть. Но сейчас и дефицит намного больше. Будем надеяться, что у нас все благополучно, и мы, как в зоопарке, будем наблюдать, как ведут себя прочие животные. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, подписывайтесь на наш канал в Телеграм, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Максим, спасибо за вопрос. Позволил о многом поразмышлять, даже не прибегая к помощи чисел, перебирания роста и падения котировок. Спасибо. Всем спасибо за внимание.